Генштаб приукрасил цифры. В США усомнились в успехах Украины. Названо новое направление удара. Путин отменил приказ. Хозяин Кремля всерьез испугался. Важнейшее обращение к Западу. Токаева прижали к стенке. Кто поставил жесткий ультиматум Астане? Пришло время выбрать сторону. Громкий шпионский скандал. Десятки агентов больше не увидят европейских шпилей. Отзыв тысяч военных. Отвод флота и войск. Генерал заявил о победе. Конец многолетней войне. Президент согласился на переговоры с агрессивным соседом. Об этих и других событиях к утру воскресенья 16 августа. Мир не стоит на месте, и мы собрали для вас самое важное к этому часу. В эфире «Нехта». Американские аналитики оспорили цифры украинского командования. Киев на днях заявлял, что с конца января ВСУ освободили более 745 квадратных километров и 26 населенных пунктов, но Институт изучения войны после проверки данных насчитал только 626 квадратных километров на Александровском и северной части Гуляй-Польского направления. При этом даже эта более осторожная оценка выглядит для Украины внушительно. Аналитики считают, что успех обеспечили удары по российской логистике и ПВО, превосходство в применении дронов и более грамотное планирование. И, похоже, это еще не финал. Военный обозреватель Ян Матвеев назвал следующее направление наступления украинских военных, о котором скоро могут заговорить открыто. По его данным, ВСУ готовятся срезать российский выступ к северу от Лимана. То есть после южного участка фронта новый удар может намечаться уже на Донбассе. Путин испугался новой мобилизации? По данным Guardian, Кремль пока не собирается объявлять еще одну волну принудительного призыва, несмотря на растущие потери и нехватку людей на фронте. Вместо этого власти делают ставку на контрактников и все сильнее давят на регионы, требуя выполнять планы по набору. Об этом изданию рассказали источники, близкие к Кремлю. В текущем году, по данным Financial Times, регионам поставили задачу набрать около 400 тысяч человек. Но вербовать становится все сложнее. Рекрутинговые агентства жалуются на нехватку желающих, а в некоторых областях мужчин уже ловят на улицах и заставляют подписывать контракты. Острее всего ситуация обстоит в Пензенской, Омской и Ульяновской областях. Там местные жители уже стали объединяться в группы для противостояния вербовщикам. А вдруг Кремль сейчас напускает тумана, чтобы к моменту мобилизации не все сбежали? Явка провалена, а десятки российских шпионов засвечены. Большой скандал разгорается на этот раз в Австрии. Той самой, где самый известный чекист был самым дорогим гостем у самых высоких государственных лиц еще несколько лет назад. Но, похоже, времена изменились. Лица и имена 21 Штирлица-неудачника разослали десяткам тысяч сотрудников местного Минобороны и резервистам. Военные попросили сообщать контрразведке о любых попытках этих людей выйти на контакт. Министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что российские спецслужбы пытаются получать чувствительную информацию, дестабилизировать ситуацию в стране и продвигать кремлевские нарративы. Мало того, весь этот российский шпионский иконостас появился в местной прессе, а всему виной расследование журналистов из агентства. Раньше вся эта группа тихонько работала под дипломатическим прикрытием, но после скандала в СМИ часть местных политиков бьет в набат, и, похоже, смысла в дальнейшем пребывании этой команды в Австрии больше нет. Да и в другую страну Запада начальство посмотреть на шпили теперь вряд ли пошлет, а вот на СВО вполне могут. Всем боятся. В годовщину той самой встречи на Аляске в Москве уже не вспоминают о пресловутом духе Анкориджа. Зато тут начали заранее создавать интригу вокруг сентябрьского выступления Путина. Советник хозяина Кремля Антон Кобяков заявил ТАСС, что на Восточном экономическом форуме его начальник скажет нечто эдакое. Конечно, отдельно всегда особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим, будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу.
Что именно собирается объявить Путин, в Кремле пока не раскрывают, но известно, что сам форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. То есть очередное публичное появление Путина состоится в нескольких тысячах километров от дронов ВСУ. Похоже, тот, кто собрался пугать Запад, чего-то очень боится сам. Лесть, которую расточал Токаев во время поездки к Трампу, не всесильна. Вашингтон требует от Казахстана определиться, и камнем преткновения стал искусственный интеллект. Белый дом ставит партнеров перед выбором: либо американский ИИ, либо китайский. По данным Reuters, Госдепартамент собирается предупредить 35 стран, что участие сразу в 2 конкурирующих инициативах может стоить им места в коалиции, которую возглавляет США. Особенно внимательно в Вашингтоне смотрят на Казахстан. Это единственная известная страна, которая присоединилась и к американской, и к китайской инициативе. Теперь США предлагают партнерам сделать осознанный выбор. Германия призвала своих граждан в ближайшее время отказаться от поездок в Украину. В посольстве объяснили предупреждение регулярными российскими атаками и отдельно посоветовали не пользоваться железной дорогой. Российские авиаудары с применением ракет и беспилотников наносятся почти ежедневно. Могут пострадать все части страны. В связи с Днем независимости 24 августа 2026 года нельзя исключать учащение атак как на инфраструктуру, например, энергетическую инфраструктуру, транспортные узлы, так и на гражданские объекты. В Иране объявили историческую победу. Командующий КСИР генерал-майор Ахмад Вахиди заявил, что за 6 месяцев боевых действий иранским силам удалось поставить на колени самую вооруженную армию в мировой истории. Это была цитата. По словам Вахиди, война показала, что Иран способен противостоять гораздо более мощному противнику. Более того, генерал считает, что эти полгода вернули надежду угнетенным народам на победу над мировыми державами. Судя по риторике Тегерана, скромность в список военных достижений точно не вошла. Тем временем США вынуждены отозвать из зоны конфликта авианосец USS Авраам Линкольн, который находился в море рекордные 9 месяцев. Американская пресса пишет, что такой длительный период без захода в порт привел к жалобам на истощение и проблемам с психическим здоровьем. Но, как пишет Axios, Дональд Трамп не видит причин для тревоги. На борту более 5000 моряков и морпехов. Их родственники жаловались на нехватку свежих продуктов, средств гигиены, плохую воду и низкий моральный дух. Сообщалось и о нескольких инцидентах с людьми за бортом. Но Белый дом и Пентагон проблемы преуменьшают. По их версии, экипаж справляется, питание не срывалось, а случаи психологических трудностей единичны. Теперь USS Авраам Линкольн должен сменить другой авианосец USS Джордж Вашингтон. Но кое-где американцев ждут почти с распростертыми объятиями. Причем о желании восстановить отношения заявляют в той стране, откуда войскам США 5 лет назад пришлось практически бежать. Глава МИД Афганистана Амирхан Мутаки заявил в интервью The New York Times, что США могут вновь открыть посольство и инвестировать в полезные ископаемые плотины и дороги. Про возвращение американского контингента речи, конечно, нет. Талибы говорят, что война закончена и теперь хотят отношений с Вашингтоном на основе взаимного уважения. Кабул пытается выйти из международной изоляции и уже активно сближается с Россией, странами Центральной Азии и Персидского залива. Но в Вашингтоне энтузиазма пока не видно. Еще одна страна призывает другую зарыть топор войны. Президент Южной Кореи Ли Чжэ-мэн призвал начать переговоры с КНДР. Война между двумя частями некогда одной страны закончилась еще в 1953 году, но полноценного мирного договора так и нет. Более 70 лет действует временное перемирие. Давайте откажемся от любых угроз друг другу и начнем диалог между непосредственно заинтересованными сторонами, чтобы положить конец этой затяжной войне. Сеул готов обсуждать меры безопасности, снижение напряженности и даже ограничение ядерного потенциала Пхеньяна. Но проблема в том, что Ким Чен Ын пока отвергает попытки сближения, называет Южную Корею враждебным государством и продолжает бряцать оружием.
Партия «Яблоко» – это национальный предатель. Попытка съесть яблоко вышла боком. Депутату Алексею Журавлеву, который добивался снятия единственной антивоенной партии с выборов, припомнили кое-что похуже, чем его любовь к датским черепахам. Этот записной патриот, прославившийся целой серией мемов, сам оказался героем антикоррупционного расследования. Соратники Навального из ФБК утверждают, что у политика есть тайная семья, неофициальная жена и пара таких же неофициальных детей, на которых оформлена часть дорогой недвижимости и автомобилей. Речь идет о квартирах возле Рублевки, доме в Крыму, недвижимости в Геленджике и нескольких люксовых машинах. Верстка оценивает активы семьи и окружения Журавлева примерно в 300 миллионов рублей. И мне, блядь, вообще похер. Вы не на того напали. Не прошло и полгода, хотя в данном случае уже прошло. В Венесуэле после январского похищения американским спецназом Николаса Мадуро наконец прошел первый раунд переговоров между Временным правительством, состоящим из соратников диктатора, и оппозицией. Есть позитивный итог. В результате освободили более 130 политических заключенных. Как сообщает Reuters, власти заявили о назначении им неких альтернативных мер ограничения свободы. Но что это именно означает, пока не объяснили. Освобождены не все, но все заслуживают полной свободы. Давайте продолжать неустанно требовать этого до тех пор, пока каждый гражданин не воссоединится со своей семьей. Госсекретарь США Марко Рубио, которого Трамп ранее называл фактическим президентом Венесуэлы, охарактеризовал решение об освобождении очередной группы оппонентов режима важным шагом к национальному примирению. По его словам, с начала года в Венесуэле уже освободили более 1000 политзаключенных. На первых переговорах стороны также договорились о судебной реформе. Число жертв мощного землетрясения в Индонезии выросло до 38. Магнитуда толчков достигала 7,7. После основного толчка последовала серия афтершоков, а в нескольких районах зафиксировали небольшие волны цунами. Мы пока не решаемся идти домой, потому что ситуация нестабильна. Мы все еще опасаемся, что могут быть новые толчки. В порту Мбай рухнул трап, по которому люди поднимались на борт судна. Люди вместе с конструкцией упали в воду. Дональд Трамп встретился с Джорджем Вашингтоном и имел с ним продолжительную беседу. Это не анекдот, а описание ролика, опубликованного в официальном профиле президента США. Это сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором нынешний хозяин Белого дома проводит первому лидеру страны экскурсию по еще недостроенному новому бальному залу. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за лайки и комментарии. Приглашаю на вечерний выпуск.